Ну и самое главное, что я хотела записать на сегодня. Сегодня у меня день Ютуба, видимо. Почему сильные люди не жалуются и не показывают свои слабости? Именно потому, что не потому, что сильные люди не имеют слабостей. Слабости имеют все. Но дело в том, что когда мы рассказываем другим людям о своих слабостях или о своих проблемах, мы даем людям карт-бланш, да? То есть мы даем им возможность зацепить нас за эти слабости. То есть мы как бы сами показываем людям, где у нас проблема, и тем самым открываем дверь для того, чтобы люди могли разрушить нашу силу. Потому что получается, когда мы, тут еще такой момент, когда мы сами себя, да, сами показываем, что у нас есть слабость, то есть мы, во-первых, для себя показываем эту слабость, а во-вторых, мы другим показываем, что у нас есть слабость. То есть рассказывая другому человеку, что там, у меня вот такая вот проблема, я не могу вот это. Мы говорим другому человеку, что у нас есть проблема и что нам нужна какая-то помощь. Тем самым открывается дверь к чему? К тому, чтобы другой человек нам начал давать советы, да, и увидел нас беспомощными в той или иной ситуации. То есть вот позиция, когда мы показываем другим людям свою слабость или свою какую-то в чем-то, что мы чего-то мы не можем, ну это и есть слабость, да. То есть показывая другим людям свою слабость, мы тем самым унижаем себя перед другими людьми. То есть мы заранее говорим другому человеку, что я слабый, я не могу, поэтому я тебе это говорю и показываю. Может быть, ты сможешь мне чем-то помочь. А позиция «сможешь помочь», то есть это сразу получается, что, показывая свою слабость, мы впадаем в состояние жертвы, а другому человеку отдаем роль спасателя. То есть мы показываем другому человеку, что он может нам помочь, нас спасти. И тем самым получается, что мы сразу, ничего не предприняв, ничего такого не сделав, просто сказав о своих слабостях или показав людям свою слабость, мы включаемся в игру вот эту жертвы и спасателя. То есть мы отдаем людям власть над собой, то есть включая эту игру, то есть говоря, что там я не могу вот это, и другой человек потом начинает тебя за это, ну как бы осуждать, обвинять, что ты сделал что-то не так, поэтому у тебя так, да, что тебе надо сделать что-то другое, чтобы это исправить, да. А как бы откуда знает этот человек, что нужно сделать? То есть на самом деле вся помощь, да, мы сами себе, спасение утопающего — дело рук самого утопающего, да. То есть мы сами себе можем помочь. И, как правило, принимаем решение мы сами, да, принимать чьи-то советы, не принимать, как бы, а кто знает, как нам лучше. То есть никто не знает, как нам лучше, кроме нас самих. А лучше нам будет, как говорит этот человек, или нет. Может быть, нам хуже будет. Кто это определяет? Кроме нас самих никто это не определяет. Поэтому получается, что все советы, они вообще бесполезны. То есть они полезны только для тех людей, которые существуют в рамках системы. То есть все советы вообще предназначены для того, чтобы человека сохранить в рамках какой-то системы. Не разрушать эту систему, не разрушать эти правила, не разрушать эти устои, не разрушать эти традиции, не разрушать правила
жертва и спасатель. Поэтому как бы автоматически, когда вы показываете свою слабость, вы автоматически включаете сценарий, что вам нужен спасатель. Вы жертва, и вам нужен спасатель. Поэтому получается, а как же тогда, да, как же нам тогда проявлять себя, да, и искать, например, это решение для своих вопросов, если какая-то существует проблема, но чтобы эту проблему решить, как мне ее озвучить, да, другим людям, но не включать в них роль спасателя, то есть как не впадать самому в роль жертвы. Да, возникает такой вопрос. А очень просто. Может быть, для кого-то, конечно, не просто это будет, но нужно просто не ронять свое достоинство и не жаловаться, да, не жаловаться. То есть, когда мы в роли жертвы, да, мы сразу, получается, показываем свою слабость другому человеку. И тогда у другого включается спасатель. Но так как у нас, например, есть эта проблема или слабость, да, и нам что-то с ней надо сделать, да, как-то решить этот вопрос, тогда мы не включаем, то есть мы не рассказываем, что у нас есть проблема, а мы задаем наводящие вопросы. Да? А вот там, а как ты, например, да, повел бы себя вот в этой ситуации, а как бы ты повел себя вот в той ситуации, а что бы ты сделал, да? И тогда получается, как бы абстрагируясь, не давая человеку вот эту вот свое, как говорится, да, а абстрагируясь от этого и задавая человеку как бы абстрактные вопросы, а если бы было так, вот как бы ты поступил, да? То есть, а как ты видишь вот такую вот ситуацию? Но не сдавая как бы себя, потому что сдавая себя, у человека включается спасатель. А так человек может вам дать адекватный ответ, как бы он поступил. Не дать совет, как бы, что вы сделали не так, что вам надо сделать, да? А абстрактно, то есть он будет вам давать как бы не совет, а рассказывать свою версию, как бы свой вариант, как бы он поступил в той или иной ситуации. Тогда спасатель не включается. То есть и человек, и вы не в роли жертвы, и тот человек не в роли спасателя. То же самое и наоборот действует. Понимаете? Поэтому на самом деле, мне кажется, при взаимодействии с другими людьми очень важно соблюдать то, что каждый достойный человек, и никто не жертва, и никто не спасатель. То есть никто не вправе делать из себя жертву, и вы не вправе никого спасать. Понимаете? То есть мы все самостоятельные люди, мы все можем принимать решения сами, без вот этой игры в роль жертвы и спасателя. И это очень важно, и, на мой взгляд, вот это первая такая ловушка матрицы, вот, или нашей жизни, психологическая ловушка, в которую мы попадаем при общении с людьми. Вот. Многие привыкают так жить, и даже, я скажу больше, сама по себе система приучает так жить людей. То есть, когда мы живем в обществе, да, нас это общество приучает как бы говорить, а какие у тебя проблемы, чтобы типа общество решило твои проблемы. На самом деле общество не решает твои проблемы, оно решает проблемы общества, чтобы оно сохранилось. То есть общество призвано сохранить это общество. То есть вот система призвана сохранить себя. И получается, что когда вы говорите о своих проблемах и впадаете в роль жертвы, то система вас
корректирует, дает вам советы так, чтобы вы подходили этой системе. То есть они даже могут быть не полезны для вас. Вот это нужно учитывать в первую очередь. Поэтому очень важно начать с себя, да, иметь достаточно гордости и собственного достоинства для того, чтобы себя не ронять в позицию жертвы и другим не давать впадать в эту позицию. Вот это, на мой взгляд, экологичные отношения, до которых многим еще расти и расти. Вот. Напишите в комментариях, как вы общаетесь с людьми и где вы замечали в жизни, что вы впадаете в роль жертвы, а где вы впадаете в роль спасателя. Будет интересно почитать, не только мне, я думаю, и другим людям тоже. Вот, делитесь своим мнением в комментариях. На этом все. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Прекрасного вам времени суток. Пока-пока.